Приветствую, друзья! Ни для кого не секрет, что Дуну, начав мало кому известным брендом, сегодня уже выбились чуть ли не в лидеры рынка внутриканальных наушников. При этом первые их реально массовые модели были из линейки Титан. Нашумели тогда Дуну изрядно. Даже у меня было 3 или 4 их разновидности. И вот спустя столько лет компания решилась возобновить данную линейку. Встречаем Дуну Титан S, с которыми я и предлагаю сегодня нам познакомиться подробно. Собственно, поехали! Пришли наушники в такой ярко оформленной картонной коробке с изображением самой модели и полным списком технических характеристик с обратной стороны. Из важного отметим импеданс 32 Ома и чувствительность 110 дБ на милливатт. В комплект нам приложили, конечно же, гарантийный такой небольшой талон, простенький кейс для переноса и целых 3 набора амбушюр разного типа и размера, в том числе и их классику с красным сердечником. Кабель, честно говоря, далек от лакшери-сегмента, но приятен на ощупь, почти не путается, с угловым штекером на 3,5 мм и стандартной вилочкой 0,78 мм. Аппаратура показала его сопротивление равным 0,414 тысячных Ом, что более-менее еще на грани приличия. Сами чашечки здесь сделали в стиле киберпанк с кучей прямых углов на гладкой металлической поверхности. Внутренняя их часть содержит компенсационное отверстие для 11-мм динамического драйвера и довольно вытянутый звуковод с выступом для удержания амбушюры и защитной металлической сеточкой. Внешняя же часть имеет винт для разбора и симпатично обыгранную вентиляционную решетку. Смотрится это очень достойно, так что вопроса у меня в этом плане к наушникам нет. Посадка у них то, что надо, как и уровень пассивной звукоизоляции с использованием комплектных же амбушюр. Вот так вот, собственно, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас абсолютно стандартный по длине импульс, допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,3%, что, на мой взгляд, просто превосходно. Фаза ведет себя вполне естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 78 и 96 миллисекунд с незначительными возмущениями в области низких частот. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 5 дБ с плавным заходом на середину, куда более значительное выделение области разборчивости и дополнительный пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. Далее идет еще один всплеск где-то на 12,5 кГц и аккуратный уход дальше за пределы 20 кГц. С графиком от производителя мой результат совпал довольно-таки точно. По звучанию же наушники Дуну Титан S могут чуть менять свой характер в зависимости от того, какие насадки вы с ними используете. Так, комплектные с голубым сердечником обычно определяют как вокальные. Они заметно поджимают самые низкие частоты, тем самым подсвечивая лидирующие инструменты и, конечно же, голос. Амбушюры с красным сердечником я бы назвал нейтральными, поскольку у них вот всего в меру. Ну а полностью серые здесь с явным уклоном в бас, низких частот там очевидно больше всего. Верха, как и детали, чуток сглажены, а сцена чуть-чуть приближается к слушателю. С точки зрения мелодичности, именно последние насадки, мне кажутся, приятнее всего. Ну а максимальной точности и хлесткости легко добиться посредством оставшейся пары насадок. Ну а вообще говоря, Дуну сделали нейтральный такой тюнинг с уклоном в скорость, сухость и слегка подчеркнутую выразительность. Сцена здесь, в отличие, например, от Триповина Лина и Tangem Ola, расположена на среднем от слушателя расстоянии, при этом ширина у нее довольно-таки приличная, а вот глубина ровно, как у описанных конкурентов, немного сжата. Словно все музыканты расселись как можно ближе друг к другу. Мне такое, друзья, не сильно нравится, но это уже дело вкуса. Настолько сильный уклон в нейтральность и тщательную прорисовку всего музыкального полотна чаще всего предпочитают ценители разнообразных тяжелых жанров, а там имеющегося уровня, я бы даже сказал, с небольшим запасом.
А вот для оркестровой музыки или мультиинструментального джаза в этом плане имеется, на мой взгляд, небольшие ограничения. Но только лишь там. Клубный джаз, все разнообразие электронной музыки, соул, блюз, трип-хоп, хип-хоп, рок и популярные стили – все это Дуну Титанес переваривает просто блестяще. В прямом сравнении с Триповина Лина или Бекейс Отом последние кажутся намного эмоциональнее, глубже и, на мой вкус, эффектнее. Тенджим Ола заметно мутнее, но теплее и объемнее, хотя и стоят они в 2,5 раза дешевле. Дуну здесь берет исключительно своей четкостью и честностью. Титан С нигде ничего не приукрашивают, не пытаются нас завлечь или развлечь, они просто играют все вот как есть. Так что любители именно такого подхода явно останутся в полнейшем восторге. Мелодичности, певучести, глубины тут отсыпали вот прямо как в аптеке. Чуть меньше и будет уже не хватать. Если ни с чем не сравнивать, то уши к ним довольно быстро привыкают и кажется, что тут всего в меру. Однако при сравнении с более-менее серьезными конкурентами Дуну кажутся какими-то сухими, я бы даже сказал, пресными. Раскладывая музыку на частоты, баса тут, друзья, вполне хватает. Он в меру глубокий, текстурный, с очень неплохой динамикой. Серединку чуть нам выделили. Она четкая, прозрачная и совершенно нейтральная по окрасу. С верхними тоже особо шаманить не стали. Их вполне достаточно. Они чистые и довольно-таки естественные. Оттого в случае некачественных записей, как говорится, пеняйте на себя. По источникам я бы рекомендовал героям обзора что-то максимально музыкальное, наверное, на чипе ESS. Например, тот же iBass DC-05, Tempotec Sonata HD3, или же HD5. Особенно с сапами от Tempotec у Дуну будет максимальная синергия. В остальном же ориентируйтесь на собственные вкусовые предпочтения. Если вы любитель чего-то сочного и мелодичного, то лучше посмотреть что-то еще. А вот для ценителей быстрой музыки или просто серьезного уклона в драйв, техничность и нейтральность, Дуну Титанес покажется в самый раз. Далеко не универсальная модель, но у нее хватает собственной массы, превосходные переходные характеристики, просто предельная честность и почти отсутствующие искажения. Итогом, динамические внутриканальные наушники Дуну Титан S лично меня порадовали очень неплохой посадкой, целой кучей насадок в комплекте на любой вкус и размер, приятной сумочкой-кейсом, интересным внешним видом и, конечно же, суровым своей аналитичностью звучания, с максимальным уклоном в четкость, нейтральность и прорисовку текстур. Если прямо это то, что для вас, уверен, Титан S покажется вам чуть ли не лучшими наушниками на свете. По мне же звучат они как-то грубовато. Мне бы еще туда сочности, объема и глубины. А на этом у меня все. Это были динамические внутриканальные наушники Дуну Титан S. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.